Привет, я Ира и добро пожаловать в логово интроверта. Сегодня я расскажу про один из самых загадочных парусников, о котором неизвестно достоверно практически ничего. Ни чертежей, ни рисунков его первоначальных до нас не дошло. Но однако этот парусник навсегда остался в истории. Именно на нем в 1492 году Христофор Колумб достиг берегов Америки. Все это парусники Санта-Мария. С ним очень много выпущено марок, и все, что мне удалось на данный момент собрать, я сегодня покажу. Ну вот, например, первая вот такая вот марка, выпущена в Англии в год 500-летия путешествия Колумба. Тут так и написано: к 500-летию открытия Америки. Все эти 500 лет ученые спорят о том, к какому же типу кораблей отнести главный парусник Колумба. Что это, карака или каравелла? Большинство людей склоняются, что это все-таки каравелла, но есть и их оппоненты. На марках обычно мы этого разделения не видим. Вот, например, вот на этой парагвайской марке просто написано «Барко». То есть корабль или лодка, без уточнения. А что это конкретно? Какой это вид корабля? Дальше вот есть вот такая болгарская сцепка с первооткрывателями. Здесь кроме Колумба есть Фрэнсис Дрейк с его золотой ланью, Фернан Магеллан. И вот на этой сцепке 90-го года название кораблей вообще не написано. Написаны только сами первооткрыватели, сами путешественники. А вот так вот, например, увидели Колумба и его Санта-Марию испанцы. А вот на такой вот необычно большой марке из Арабских Эмиратов 70-х годов мы видим, кроме парусника из самого портрета Колумба, еще два корабля, которые входили в экспедицию Христофора Колумба. Это парусник Санта-Клара и парусник Пинта. Вот насчет них у ученых нет никаких разногласий, это точно каравелла. А вот насчет Санта-Марии спорят до сих пор. И почему же, в чем же все-таки такое большое отличие? Оно на самом деле есть. Вот, например, вот так вот увидели Санту-Марию художники из Экваториальной Гвинеи. Это 75-й год. Карака отличается от каравеллы своим большим размером. Она может взять на борт больше членов экипажа, больше груза. А также, в отличие от каравеллы, у нее только прямые паруса и есть надстройка в носовой части. И специальная сеть для отражения нападений пиратов. На тот случай, если те пойдут на абордаж. У каравеллы таких приспособлений нет. Но, однако, несмотря на это, именно каравелла, именно вот такие вот красивые, интересные парусники со звучным названием каравеллы стали символами эпохи географических открытий. Это Венгрия, марка Венгрии. Потому что, говоря об первооткрывателях, о географических открытиях, первое, что приходит на ум, это именно каравелла. Карака же была незаслуженно забыта, потому что, как утверждают историки, в своих походах обычно первооткрыватели своим главным флагманским судном выбирали именно караку, а каравеллы были вспомогательными судами. Это мы можем видеть и на примере экспедиции Колумба. Так,
Карака Санта-Мария была флагманским кораблем, а каравелла Санта-Клара и Пинта были вспомогательными. Все три корабля хорошо видно вот на вот этом блоке, который тоже посвящен 500-летию открытия Америки. Кстати, недавно мне на днях пришел от Илзаса в письме. Спасибо тебе, кстати, большое. Мне очень понравились марки, которые ты мне отправил. Очень приятно и неожиданно. Спасибо за такой подарок. Еще я недавно получила тоже на этой неделе письмо от Юрия Петрова с большим количеством марок на военную тематику. Тоже спасибо огромное. Мне очень приятно и за то, что вы все меня смотрите, комментируете, за то, что вам это интересно. И за подарки большое спасибо. Неожиданно. Я тронута, правда, очень. Когда-нибудь я все это соберу вместе и что-нибудь тоже интересное по этому поводу сниму. Еще раз спасибо. Ну и, собственно, вернемся к Санта-Марии. Свою историю, свою службу этот корабль закончил недалеко от Гаити. Он налетел на мель и затонул. Когда Колумб понял, что парусник спасти невозможно, приказал все, что можно спасти, перенести на корабль Санта-Клара. Или, как ее еще называют, Нинья. Она и стала флагманом в продолжении экспедиции. Ну, а из обломков Санта-Марии построили форт на северной части острова. Назвали его Ла-Навидад, рождественский город, потому что все это произошло в рождественскую ночь. И на сегодня это все. Спасибо большое за внимание. И с вами была я, Ира. До новых встреч в логове интроверта.